На этот раз мы займемся изготовлением огромной барной стойки. Несколько ведер эпоксидки, сотни часов работы, артефакты ушедшей эпохи – все это в небольшом ролике. Приятного просмотра. Барная стойка будет сделана из брусков ясеня. Как-то давно они были куплены по цене дров, так как это обрезки с мебельного производства. Но по факту это первоклассный сухой материал, только размер у него не первоклассный. Но для наших целей подходит идеально. В итоге из них нам надо получить более 300 брусков одинакового сечения, но каждый будет разной длины. Этим мы и занимаемся. Следующим этапом раскладываем примерную композицию, после чего понимаем, что получился какой-то забор, и начинаем думать, как же его сделать поинтересней. Пам-пам. И такое решение нашлось. Так как барная стойка будет стоять в баре, как это ни странно, мы решили сделать логотип, который будет выложен из брусков. Вот так в оригинале выглядит их логотип. Мы постарались максимально приблизиться к нему, насколько это было возможно, учитывая формат и пропорцию. В итоге был нарисован чертеж, отталкиваясь от реальных размеров. Это позволило нам высчитать все детали, которые мы и склеиваем. Спустя пару дней склейки мы имеем конструктор. Поскольку барная стойка длиной более 3 метров, мы решили делать финальную склейку непосредственно в месте, где будем заливать ее смолой. Предварительно и предусмотрительно в местах соединения были оставлены бруски подлиннее, для того, чтобы стянуть их струбцинами. На следующий день, когда клей уже высох, снимаем струбцины, и теперь уже можно отрезать выступающие бруски. Для этого беру подходящую пилку. Кстати, очень удобно придуман вот такой набор от CMT. Тут есть пилки на все случаи жизни. В основание я кладу тонкий пластик. От него после высыхания отлично отходит смола. Собственно, поэтому я и кладу его в основание. И уже теперь собираем всю композицию. Для того, чтобы равномерно прижать все щиты, нагружаем их всем, что попадет под руку. Как вы видите, чаще всего под руку у меня попадает эпоксидка. Сооружаем нехитрую опалубку и промазываем силиконовым герметиком, а затем по запатентованной мной технологии пальцуем по кругу, ну или по прямоугольнику, как в данном случае. Первый слой грунтовочный и проверочный. Для этих целей я взял состав под названием Crystal Epoxy от Artline, поскольку слой заливки тут небольшой, а этот состав высыхает за сутки, что отлично нам подходит. Все торцы мы хорошенько промазываем смолой, для того, чтобы свести к минимуму выход воздуха. На следующий день, когда смола схватилась, заливаем еще одно ведро того же состава и раскладываем наполнители. Основная тематика — это ушедшая эпоха. Это ушедшая эпоха с 8-битными приставками, флопиками и аудиокассетами. Именно поэтому тут будут лежать джойстики, картриджи и другие тематичные атрибуты. Кто помнит эти штуки? Да и вообще, кто знает связь между карандашом и аудиокассетой? Жду в комментах. Посмотрим, сколько тут старичков. Когда весь наполнитель разложен и смола схватилась, замешиваем уже приличный объем. В итоге на весь проект ушло больше 40 литров смолы. И для таких объемных заливок ничего лучше, чем монолит 10, не придумать. Смело лью даже такой объем, и с составом все отлично. Пузырьки выходят самостоятельно, поскольку состав полимеризуется 7 суток. Из опыта могу сказать, что первый замес надо делать до тех пор, пока не пропадут все разводы. Вот тут отлично видно, о чем я говорю. Это и есть один из компонентов, который еще не перемешался со вторым. И когда уже такие разводы полностью пропадут, можно переливать состав во второе ведро и мешать по новой. Именно так правильно замешивать смолу. А правильно замешанную смолу можно смело лить в опалубку, чем я и занят.
теперь уже остается подождать 7 дней, пока смола полностью полимеризуется. Но это время я зря не терял. Я решил дособирать кабриолет, который не дособирал в одном из предыдущих выпусков. Если посмотреть на календарь, то можно заметить, что сейчас идеальное время для того, чтобы приобрести один из фантастических конструкторов от UGears, так как праздники уже на носу. И такой конструктор — это отличный вариант подарка. Я всегда с удовольствием рассказываю о них, потому что лично собрал не один такой конструктор. Как вы видите, у меня даже собирается небольшая коллекция. Но даже собрав не один такой конструктор, я не перестаю удивляться. Вы только посмотрите на все эти подвижные детали. Даже не верится, что все это собрано и работает без всякого клея, исключительно из дерева. Такой конструктор 100% подарит уйму положительных эмоций. А запах дерева невольно переносит нас с детства. Чего еще хотеть в новогодние праздники? Так что вот вам отличный вариант подарка. Благодаря широкому выбору вы без проблем подберете модель на любой вкус, возраст и пол. А по нашему промокоду вы получите 20% скидки на весь ассортимент. Ссылки оставляю в описании, а мы продолжаем. Спустя неделю возвращаемся к заливке. Теперь осталось выровнять поверхность и придать точный размер. Для этого берем вот такую фрезу от CMT. Я подробно рассказывал про нее в одном из предыдущих роликов. Тогда мы работали с ней на ЧПУ, а сегодня будем использовать ручной фрезер. Это мощный фрезер от Triton, и это очень важно, поскольку не каждый фрезер подтянет такую фрезу. Скажу из опыта, что фрезеры попроще чаще даже не могут удержать в цанге такую фрезу, а это совсем небезопасно. Конкретно для этих целей была сделана каретка и направляющие, поскольку размер нестандартный, поэтому только так, проход за проходом и час за часом. К слову, при обработке такого количества эпоксидки зима наступает значительно быстрее. Вот вам еще одна народная примета. Да, сложно, да, долго, но это того стоит. Вы только посмотрите на результат. Осталось отшлифовать и покрыть лаком. Но сперва торцануть в размер. А раз уж направляющие и каретка делались конкретно под этот проект, мы решили использовать их по полной. При помощи спиральной фрезы задаем столешнице четкие габариты. Сперва делаем небольшую бороздку и, отталкиваясь от нее, работаем дальше. Лобзиком по черновому отрезаем лишний массив. А следующим этапом, копировальной фрезой, будем убирать остаток. Кстати, тут отлично видно, как у нее расположены лезвия. Именно поэтому она режет аккуратно и без усилий. Впрочем, слова тут лишние. Вы все видите на экране. От фрезы летит стружка, а не пыль и осколки. Это и есть показатель правильной фрезы. Причем надо учитывать, что мы обрабатываем торцевую часть, которую после фрезеровки обрабатываем вот такой хитрой машинкой. Верхнюю часть также шлифуем, но уже эксцентриковой машинкой. И так много-много часов, начиная с крупной и заканчивая мелкой наждачкой, пока не дойдем до 400 номера. Затем обезжириваем и обеспыливаем поверхность. Наносим прозрачный глянцевый лак. Это автомобильный лак в пару слоев. Когда лак высох, остается смонтировать подсветку. Выполнена она вот так. Но для того, чтобы не портить внешний вид, мы покрасим нижнюю часть тонким слоем белой краски. Она и будет являться рассеивателем, после чего накидываем щит с подсветкой. И теперь уже можно оценить результат. Финальные кадры должны были сниматься непосредственно в баре, но карантин вносит свои коррективы. Как только заведение откроется, я обязательно расскажу об этом в одном из ближайших роликов. А вам спасибо за просмотр и добра от топора.